Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим простые, но очень вкусные слойки с вареньем и с яблочками. Готовить я сегодня буду из вот такого готового слоеного теста. Здесь примерно у меня 500 грамм. Для слоек с яблоками нам понадобится всего лишь одно яблоко. Яблоко нужно будет почистить, разрезать на части, убрать сердцевину и все лишнее и нарезать яблоко на мелкие дольки. Чем мельче мы нарежем яблоко, тем проще будет сформировать наши слойки. Яблоки перекладываем в миску. Также в яблоки нам нужно будет добавить 2 столовые ложки сахара, пол столовой ложки корицы и столовую ложку без горки крахмала. Все хорошо перемешиваем, и яблочная начинка готова. Отставляем ее в сторону. А теперь подготовим яйцо для смазки слоек. Нам понадобится всего лишь одно яйцо, его нужно будет просто легко взболтать. Я буду делать кисточкой, вы можете это сделать вилкой. Припылю немного доску мукой, чтобы тесто не прилипло. У нас сегодня очень жарко, поэтому тесто нагревается быстрее, чем я бы хотела. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы оно было холодное. Холодное, но не замерзшее. С охлажденным тестом гораздо проще работать. Как вы видите, тесто у меня уже идет в 2 квадратах. Это такие 2 листа в одной упаковке. Одну половинку я разделю на квадратики поменьше, чтобы сформировать слойки с яблоками, а другую половинку оставлю для слоек с вареньем. Края квадратов смазываем яйцом. С яйцом здесь главное не переборщить, иначе края просто не склеятся. Выкладываем ранее подготовленную начинку. Одного яблока нам будет достаточно как раз, чтобы заполнить 4 квадратика. Плюс этого рецепта в том, что мы используем сырые яблоки. Заранее мы их никак не обрабатывали. Этот шаг совершенно здесь лишний. Яблоки замечательно пропекаются в духовке, и начинка получается мягкая и ароматная. Из квадратиков мы формируем вот такие треугольники, края защипываем вилкой. Слойки сверху также нужно будет смазать яйцом. Чтобы слойки смотрелись более нарядно, сверху я их посыплю крупным коричневым сахаром. Слойки будут выпекаться при температуре 200 градусов по Цельсию примерно 20-25 минут. А теперь приготовим слойки с вареньем. Для этого оставшийся лист теста я поделю на 3 полоски. Теперь на каждой половинке каждой из полосок нужно нанести разрезы в шахматном порядке. Края полосок там, где у нас будет лежать варенье, нужно также смазать яйцом. Варенье для слоек лучше брать густое. У меня в этот раз это персиковое варенье. 1 столовой ложки на каждую слойку будет достаточно. Распределяем варенье равномерно по поверхности. Мы часто готовим слойки слоеного теста, особенно тогда, когда хочется что-нибудь свежего, вкусного, а стоять и готовить времени совершенно нет. А какое у вас самое любимое блюдо из слоеного теста? Напишите мне в комментариях, мне очень интересно. Ну вот, варенье я распределила, теперь самое время закрыть слоечки второй половинкой, на которой мы делали надрезы. Кстати, из этого количества теста у меня получается всего 3 слойки, но после выпекания они будут просто огромные. Если вы любите слойки поменьше, то это количество теста можно поделить пополам, и тогда у вас получится 6, а возможно даже и 9 слоек. Защипываем края вилкой. Посмотрите, какие симпатичные они получаются. Сверху я их немного прижимаю, это я делаю для того, чтобы варенье внутри распределилось равномерно. Сверху снова смазываем яйцом. Все ингредиенты для этого рецепта я поставлю в конце видео, а также вы всегда их можете найти в описании. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что я свои слойки выпекаю на пергаментной бумаге. Моя пергаментная бумага не прилипает, я ее никогда ничем не смазываю. Если вы знаете, что ваша пергаментная бумага липнет, то ее нужно смазать сливочным или растительным маслом. Ну вот, слойки с вареньем практически готовы. Их осталось также немножечко присыпать сверху коричневым крупным сахаром и поставить в духовку. Температура та же, 200 градусов по Цельсию, минут на 20-25. Если вы любите выпечку с яблоками, то я вам также рекомендую посмотреть еще один рецепт, который только-только недавно вышел у меня на канале на прошлой неделе. Я поставлю ссылочку в описании. А вот и слойки с вареньем приготовились. Посмотрите, какие они пышные, большие, хрустящие, румяные. А вот эти с яблочками, посмотрите, какие красивые. А запах корицы просто безумный. На этот запах сбегается вся семья. Очень вкусные, попробуйте приготовить.